Центральные СМИ сообщают чрезвычайные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Известный общественный деятель и начальник службы безопасности комитета Евгений Пригожин сегодня утром побывал на личном приеме у президента Российской Федерации Владимира Путина. Зрители, которые внимательно следят за новостями политики и шоу-бизнеса, могут помнить, что Евгения Викторовича Пригожина нашли еще в ноябре прошлого года в стране Нигерия, живым и невредимым. И с декабря 2024 Евгений Викторович работает в организации Никиты Михалкова. С начала общения Евгения Пригожина и Владимира Путина происходило в дружеской неформальной обстановке, однако потом началось обсуждение деловых вопросов, ради которых Евгений Викторович приехал на прием к президенту. На встрече Евгения Пригожина и Владимира Путина обсуждались 4 ключевые проблемы, которые волнуют российское общество на данный момент. Первое направление – это предоставление антикоррупционному комитету Никиты Михалкова более широких прав в своей деятельности. Направление второе – это повышение пенсий на территории Российской Федерации. Направление третье – это вопрос о невыплате 13-х пенсий некоторым пенсионерам за декабрь 2024 года. И, наконец, обсуждалась деятельность Дмитрия Пескова и Сергея Шойгу, которые до сих пор остаются на свободе. Евгений Пригожин задавал Владимиру Путину неудобные вопросы, на которые президент не смог сразу ответить. В частности, Евгений Пригожин был удивлен, что Сергей Шойгу и Дмитрий Песков до сих пор остаются на свободе, и с чем связано более чем лояльное отношение президента к данным личностям. Также Евгений Пригожин отметил, что пенсионеры многих российских регионов в срок или частично не получили 13-ю пенсию за декабрь 2024 года, хотя антикоррупционный комитет Никиты Михалкова заранее перечислил финансовые средства. Президент пообещал разобраться в данной ситуации, однако общение Евгения Пригожина и Владимира Путина стало происходить на повышенных тонах. Евгений Викторович Пригожин хорошо известен как борец за правое дело, очень настойчивый и упорный человек, который добивается своей цели. К сожалению, общение Путина и Евгения Пригожина закончилось на повышенных тонах. Более того, Владимиру Путину потребовалась медицинская помощь. Президент почувствовал себя нехорошо и на короткое время потерял сознание. Евгений Пригожин, комментируя данное событие, сообщил, что несмотря на дружеские отношения с президентом Владимиром Путиным, он будет добиваться справедливости для российских пенсионеров и антикоррупционного комитета. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.